Всем привет! Во вторник, 15 декабря, вышло, по словам Rockstar, самое крупное обновление для GTA Online. Ограбление Кая Перика. Не все с этим соглашаются, но 9 гигов действительно крупно. При первом входе в онлайн после обновления она показывает ролик о новом ночном клубе под казино Music Locker. Похожая штука была с казино. И теперь для тех, кто не заходил после обновы казино и зашел после этой, либо же вообще не играл до этой обновы, ролик с казино показываться не будет, только этот. Новый ночной клуб не сильно отличается от тех, что мы можем купить. Для владельцев пентхауса вход в него бесплатный и доступен не только снаружи, но и из лифта в казино. А для тех же, у кого пентхауса нет, вход доступен только снаружи и будет стоить $150. Но если верить игре, если на персонажа будут надеты модная одежда и аксессуары, будет скидка на билет. В баре появилась новая выпивка – текила Каса Фортуна. На этой неделе в клубе играет диджей Мудимен. Если у вас есть пентхаус, Том Коннорс сможет написать вам с просьбой помочь. Таких заданий на этой неделе 2. Первое. Нужно взять скутер возле гипермаркета в Дэвисе и провести на нем тапочки в казино Коммуди Мэн. На что у вас будет 2 минуты. Второе задание заключается в том, что у нашего диджея украли тачку. Не его, конечно, но он все равно попросит помочь ее вернуть. Это новая машина Grotti Italy RSX. На данный момент недоступна к покупке, но скорее всего будет разблокирована в капельной подаче. После выполнения этих 2 миссий вы сможете пройти к пульту диджея. Ничего особенного это, конечно, не даст, но вы сможете, например, похвастаться перед друзьями, что они не могут пройти, а вы можете. Также теперь, чтобы танцевать, не нужно попадать в несуществующий такт мышкой. Не уходя далеко от темы нового транспорта. На данный момент можно купить 10 новых ТС. 9 были доступны сразу после обновления, еще одно стало доступно в пятницу, 18 числа. Начнем с желтого сайта, куда в пятницу была добавлена машина Динка Вета Классик, которая с пятницы по воскресенье доступна бесплатно, за челлендж на $100 миллиардов, проходивший месяц назад. На сайте с лодками стала доступна одна новая лодка – Шицу Лонгфин. Это довольно красивая и быстрая лодка. На Востоке можно купить оставшиеся 8 ТС. Тореадор за 3 660 000. Новый батискаф. Вполне хорошая замена Стромбергу, но дорогая. Патрульный катер Курц-31 по цене от 2 216 250 до 2 955 000 с пулеметом и раскраской акулы. РО-86 «Алконост» по цене от 3 262 500 до 4 350 000. Скорее всего, русский самолет, так как по бокам на русском написано «Алконост». Может сбрасывать бомбы, а также при подъеме на большую высоту скрывается с радара. Но один минус. Сложно понять, выпущено ли шасси. Аннигилятор стелс по цене от 2 902 500 до 3 870 000. Изначально из-за вооружения, по крайней мере, у пилота есть только пулемет. Но в ангаре можно поставить самонаводяжки. Вряд ли конкурент акуле, она мне нравится больше. Вопитвинки по цене от 825 000 до 1 100 000. Внедорожник, который часто ездит по новому острову. Все оптовые цены, кроме цены новинки, можно заблокировать, воспользовавшись этим ТС при ограблении. Осталось 3 ТС, которые можно приобрести, поговорив с Мигелем Мадрас, сыном Мартина и Патриции, в новом ночном клубе. Там мы смотрим довольно долгую катсцену, в которой Мигель расскажет вам о Хуане Стриклере, или же Эль Руби, с которым его семья сотрудничает. Он нарыл файлы о их семье и теперь шантажирует их имя. И нам предстоит украсть эти файлы с его личного острова, Кая Перика. После этого мы сможем купить на Востоке подлодку «Касатка» стоимостью от 2 200 000 до 9 085 000 $. Из-за нее немного изменился дизайн сайта. Террорбайт, ПКП и Avengers подвинулись вниз. Именно при ее покупке можно докупить к ней подводный ангар оставшиеся 2 новых ТС. Вертолет Sparrow за 1 815 000 и мини-подлодку Kraken Abyss за 1 545 000. В файлах игры найдено еще около 15 новых ТС. Скорее всего, будут открыты с капельной подачей. Когда вы зайдете в свою подлодку, будет катсцена, где Павел, управляющий подлодкой, покажет вам все в ней. В подлодке можно купить сонарную станцию для поиска тайников, которые можно собирать каждый день, и управляемые ракеты, как в битве на арене. И это не обычная недвижимость, как яхта, которую можно перемещать только телепортом, а полноценный транспорт. И, что не менее важно, если вы идете полностью под воду, ваша метка пропадет с радара. Но самое главное, зачем нужна эта лодка – новое ограбление, которое можно запустить с экрана посреди лодки.
В первом подготовительном задании мы летим на Кайо Перик под видом тур-менеджера вместе с English Дэйвом и Кайна Мьюзик. На острове нас встретит Эль Рубио, который проводит нас до вечеринки. Потом он уходит, а мы остаемся тусить. Но нам при этом надо незаметно пройти мимо охранников и разведать этот остров. На остров можно попасть когда угодно. Через маркер в аэропорту, который появится после прохождения ограбления, либо через задание разведки. На этом самом же острове у нас не будет оружия. И если мы туда прилетим с помощью маркера в аэропорту, мы сможем только оставаться на вечеринке. Иначе нас отправят обратно в ЛС. А если мы прилетели сюда разведать остров, то необходимо передвигаться скрытно, чтобы нас не спалили. Также в игру добавили новое оружие. Военную винтовку, боевой дробовик и пистолет Кайо Перика. Первая сразу доступна к покупке в эмунации за 397,5 тысяч. Новый дробовик можно найти в финале ограбления. После чего он станет доступным к покупке в эмунации за 295 тысяч долларов GTA. Чтобы получить новый пистолет, нужно сначала найти в одной из 8 точек в Лос-Сантосе пьяного спящего охранника Эль Рубио, у которого мы сможем найти маленький ключ. Во время ограбления в офисе Эль Рубио, подойдя к столу, можно открыть этим ключом один из ящиков, после чего у вас появится новый пистолет. Покупать после этого его уже не будет нужно. Но если вы подобрали оружие, а потом провалили ограбление, вам надо будет заново его идти подбирать. Также Rockstar завезли нам новую музыку, две новые радиостанции, Культ 99,1 FM и Still Sleeping Los Santos. Последняя доступна только в Миррор Парке, но после того, как вы выполните квест и почините все 10 радиовышек по всей карте, спустя какое-то время это радио станет доступно везде. А также дополнили радиостанции Worldwide FM и Flyla FM. Также было добавлено немало новой одежды и костюмов, а также 6 новых действий в меню взаимодействия. Приглашение, водитель, бегун, стрелок, пососи и сделать селфи. Это вся основная информация по обновлению. В скором времени также несколько видео по нему. А у меня на этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и стучать в колокол. Пока.